У меня была цель. Если я доеду до Сицилии, я обязательно должен сюда подняться. Те эмоции, которые ты здесь получил, они этого стоят. Это круто. Это очень круто. Случилась проблема. Собака выбежала на дорогу. Мотоцикл пострадал. Мой мотоцикл не сломался. Он просто взял отпуск. Все это изменило меня навсегда. Научило меня главному – не торопиться жить. Путешествие закончено. Части уже пришли, так что буду сейчас его собирать. Ну вот как-то так сейчас выглядит мой мотоцикл. Как-то так закончилось мое путешествие. Я обязательно вернусь в те места, куда не успел попасть. География моего авантюрного замысла была грандиозной. От высоких Балкан до 3 островов Средиземного моря. Сука. Ой, олень! Но с самого начала были тревожные звонки, на которые я не обращал внимания. Ой, ты маленькая! Сейчас, оглядываясь, я понимаю, все это было уроком. Ну ты б даешь! Куда ты б заехал? Главное в пути – не пройденное расстояние, а решимость дойти до горизонта. Но обо всем этом по порядку. Уже традиционно, обслуживший мотоцикл в Кракове, я выдвинулся в сторону Балкан. Ну вот для того, чтобы выехать с Польши, я для себя тоже поехал такими необычными дорогами какими-то. Но это все равно интересно посмотреть, как люди живут. Вот где-то там, за вот этими горами, находится уже Словакия. Сейчас я поехал через Словакию в надежде немного разнообразить свой путь. Словенско. Заезжаем в Словакию. 2-я страна на пути. Вперед! Но это был не лучший выбор. Словакия встретила меня жарой, скукой и сумасшедшим трафиком. Блин, жарко нормально-то. Солнце плавило не только асфальт, но и мысли. Капец. Температура повышается, 34 градуса. От монотонности тянуло в сон. Мне поскорее хотелось проехать эту страну. Австрийцы всех проверяют. Сейчас я точно понимал, мне надо уходить с автомагистралей, чтобы где-нибудь в лесу немного охладиться. В лес. Только в лес. И границу я буду переходить с Словенией где-то вот так в лесу. Потому что я уже не могу. Температура сразу 30. О, после 36 на трассе. Ну вот такая дорожка мне нравится. Как всегда получилось, что дорога закрыта. И мне приходится объезжать вот такими вот лесами. И вот так, чигирями.
Но именно в Австрии я впервые ощутил усталость. Как-то не так я планировал свое путешествие. Ага, мне туда? Блядь! Сука! Опа! Yeah. Help. It's okay, no problem. Der hört. Yeah. Вот так вот. Жарко пипец. Сейчас хоть уже прохладнее вечером, но все равно ехать было сегодня просто тяжелейше. Еще уронил его, блин. Вот. Ну, это усталость, это уже такая штука, которая накапливается. Ладно, будем ехать. Нам еще недалеко осталось. Вот как-то так вот. Словения. Мой путь по ней не стал чем-то особенным. После нелепого падения настроение угасло, и я перестал замечать красоту вокруг. Я просто ехал дальше, словно на автопилоте. Но одно место все же оставило след в моей памяти. Вот это красота! Это город Птуй. Самый древний город в Словении. Первые воспоминания об этом городе были во времена Римской империи. История города насчитывает более 2000 лет. Когда просто едешь и смотришь по сторонам, вдруг понимаешь. Жизнь — это и есть вот эти маленькие остановки, которые напоминают. Путь не всегда про движение. Путь — это про то, что остается внутри. Вот она. Республика Хорватия. Чудик, мы доехали сегодня до Хорватии. Мы в Хорватию, мы сюда доехали. И вот, наконец, Хорватия. Отсюда и начинается мой балканский путь. Картой нельзя, только кэш. Многие едут сюда за морем. Я еду в горы. Тогда я еще не знал, что море я увижу только через 5 дней. Hello, I have reservation in room. Yeah. Drink, питье. Можно питье. Вот так вот в отеле сразу встречают с пивом. И все. Номер тут есть, сказали, отель вообще без проблем. Паркинг тоже здесь есть. Ну, отельчик прикольный. Это стоит 20 евро. День был долгим. Я преодолел не самые легкие 920 километров. Сквозь усталость чувствую одно. Я счастлив, ведь это начало нового пути. Первое балканское утро. Оно начинается тихо, без лишней спешки, как будто говорит тебе: ты уже здесь, ты можешь расслабиться. Да, вчера день был тяжелый. Я немного выспался. Сегодня уже будет так, по лайту, чуть-чуть, так что я думаю, что все будет хорошо. Я выбрал не трассы и не туристические маршруты. Я выбрал узкие дороги, где время остановилось.
Как оно круто, когда вот так вот жилетка сюда тебе дует, вроде бы ты так вот, все тебя охлаждает. Мочу свою жилетку, потому что будет просто капец. Использование жилета очень простое. Мочишь, одеваешь и едешь. Едешь, кайфуешь, да, а не то, что просто вот так вот сидишь, блин. Вот такая штука, я очень рекомендую. Блин, какая тут красивая дорога. Просто обалдеть можно. Я еду по дорогам, где почти не бывает туристов, где асфальт давно потрескался, а таблички стерлись от времени. Сейчас я еду туда, куда давно хотел попасть, к месту, которое хранит память и тишину. К месту, заброшенному и по-своему живому. Это памятник Петрова гора. Вон он, этот памятник. Вот туда нам надо еще подняться. Мы сейчас пойдем вот туда в середину, посмотрим, что там. Монумент был построен в 1981 году как символ памяти о югославских партизанах, которые сражались здесь во времена Второй мировой войны. Хоть и все тут закрыто, но есть один вход. Это мне сказали байкеры. Вот он. Его высота 37 метров. Когда-то он сверкал на солнце облицованными панелями из нержавеющей стали. Внутри был конференц-зал на 250 человек. Также была библиотека, читальный зал, кафе и музей. Этот монумент, о котором почти забыли. Когда-то он был символом борьбы и надежды. Сегодня лишь бетон, который помнит все. После распада Югославии монумент забросили. Стены разбиты вандалами и временем. Но в этой руине есть своя красота. Здесь чувствуешь, как прошлое касается настоящего. И понимаешь, даже тишина умеет говорить. Сегодня Петрова гора стоит как молчаливое напоминание о прошлом. О том, что память нельзя уничтожить. Мы сейчас находимся в таком районе, где достаточно активно шли боевые действия во времена Югославской войны. И до сих пор в лесах есть указатели, что здесь могут быть мины. Сегодня достаточно много интересных точек, через которые хочется проехать. Весь маршрут проходит вдоль боснийской границы, по землям, где каждый километр хранит след истории. Эта часть Хорватии всегда играла историческую роль, о чем свидетельствуют многочисленные развалины древних крепостей. Перед нами вот открывается крепость. Одна из них – это крепость Цетин, стоявшая здесь со времен Римской империи. Именно здесь был избран первый король Хорватии. Город Ценинград. Этот город всегда имел историческое влияние.
Во времена Югославской войны сильно пострадал, что и сейчас видно на его строениях и домах. Сейчас эти руины напоминают о бурной истории этих мест. Необычные такие дороги, просто капец какой-то, блин. Нам некуда торопиться, поэтому будем ехать медленно. Ой, олень! Конечно, блин. Насонов, ты, блин, заехал, мог бы еще бы куда-то заехать, блин. Тут косули бегают. Когда-то это земли принадлежали даже Османской империи. Я держал свой путь к тихому рубежу Великой Османской империи. Именно здесь когда-то проходила ее граница. Остатки оборонительной крепости Дрежник отмечали край этой когда-то могучей державы. Ее еще называют «форпост тревоги». Она выполняла сигнальную роль в обороне земель. Когда-то здесь решались судьбы целых миров. Все, что было границей империи, стало частью тихой Хорватской долины, напоминая, даже самые великие империи рано или поздно исчезают. Я двигался дальше, к месту, от которого веет холодом. Впереди еще одно заброшенное пространство. Вот где-то вот туда, в ту гору, мы едем. Странное, мрачное, почти мистическое. Аэродром, о котором ходят легенды, чье имя до сих пор звучит как предупреждение. А вот за вот этой горой уже Босния и Герцеговина. И на сегодняшний день одни туннели выходят на Боснию, вторые туннели в Хорватии. Одна взлетная полоса, вот вторая. Офигеть! Да, конечно, слышишь, самолеты сразу выезжают и все. Желява – одна из самых грандиозных подземных авиабаз Европы. Офигеть. Построена внутри горы в 60-е годы прошлого века. Она была способна выдержать ядерный удар. Посмотрите, туда вот идет туннель. История этого места очень интересна. Строительство велось в годы Холодной войны. Десятилетиями база была сердцем воздушной обороны региона. Представляете, как их сюда затаскивали, эти самолеты? Здесь располагалось 3 эскадрильи МиГ-21 и около 1000 человек персонала. А длина этих туннелей 3,5 километра. И здесь можно было разместить 60 самолетов. Все эти туннели соединены между собой. И сегодня они являются границей Хорватии и Боснии. Также обозначают внешний периметр Евросоюза. База была заминирована и частично взорвана отступающими войсками Югославской армии в 1992 году. Сегодня здесь только ветер и тьма, но каждый шаг по этим руинам напоминает, что время стирает все, даже то, что казалось вечным.